привет! Я сегодня хочу вам показать, как можно сделать вот такую вот сумочку-клатч для телефона, ключей. И если у вас еще хватит фантазии, можно придумать сюда ремешок, и это будет поясная сумка. Так что можно сказать, что это поясная сумка с вот такой вот висюлькой. Делать ее я буду из хлопкового шпагата, вот такого. Но также можно ее сделать из хлопкового шнура. У меня есть вот такой вот вариант. Здесь, видите, бахрома вот распадается, тут нет. В этом особое отличие шпагата от шнура. Но это довольно, даже выглядит не так мягко, устойчивее, да? Это помягче будет сумочка. Вот. В общем, не важно, что вы возьмете, главное, чтобы у вас все супер получилось. Чтобы нам сделать такую сумочку, нам нужно 18 отрезков по 2,5 метра, вот такого, и один отрезок по 1 метру. И все, погнали! Итак, теперь берем наши отрезки. Сначала берем отрезок, который у нас 1 метр. Мы его складываем напополам. И вот так вот на стол раскладываем. И где-то середку отмечаем здесь. По углам. Вклеиваем скотчем. И на него уже мы будем надевать наши отрезки по 2,5 метра. Как мы делаем? Берем отрезки. Сначала складываем их пополам. Вот так. И надеваем на наш этот отрезок вот таким образом. Вот так. Один. И все остальные в ту же сторону, чтобы вот здесь была у нас вот эта вот перегородочка. Узел смотрел в эту сторону. И теперь, когда мы надели все отрезки, у меня их 18. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И должно быть четное количество, так как мы будем делать эту сумочку квадратным узлом. Как делается квадратный узел? Может быть, вы уже знаете. Это самый базовый узел в макраме. Если знаете, классно. Если нет, то смотрите, я сейчас покажу. Мы берем 2 узла. Я вот еще рассредоточила так, то есть они у меня не слипаются. Берем 2 узла, и у нас участвуют 4 нити в этом узле. В основном боковые, только вот эти 2 центральные мы будем вокруг них делать. И сначала мы делаем вот этой вот боковой, делаем вот такую вот подковочку. Вот эту другую боковую кладем сверху нее, здесь получается крест. И теперь вот эту, которая сверху была, через низ всех мы вот в эту петлю и как раз вытягиваем. Вытягиваем и затягиваем. Так, мы сделали сейчас с этой стороны петлю. И теперь нам нужно окончить этот узел. Делаем вот эту боковую, берем, подкова такая. Вот это сверху, здесь крест. И вот в эту вот петлю продеваем. Получается вот такой узел. Вот здесь вот перегородка с этой стороны. И всегда нужно начинать, если вы начали делать подкову с этой стороны, то здесь, потом здесь. Следующий, второй покажу еще раз. Так, так. И в другую сторону.
Итак, мы проделали первый ряд, у нас должно получиться 9 узлов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Приступаем ко второму ряду. И что у нас будет дальше? Чтобы соединить эти узлы, нам нужно, вот эти две остаются здесь. Берем из первого узла 2 вот эти нити, а из второго узла 2 первые нити. И делаем тот же самый квадратный узел. Теперь мы переходим к третьему ряду и берем вот эти 2 нити с первого ряда и 2 нити со второго ряда. И сейчас будем делать такое, опять же, соединение квадратным узлом. Так, и вот здесь вот будет оставаться такой отрезочек, ничего страшного, это как соединительная такая петля. Мы делаем строго под вторым, да? Никуда не выводим ни в бок туда. Вот. Получается вот здесь такая ячеечка. И проделываем опять же третий ряд квадратным узлом. Я рекомендую сейчас вам сделать около 20 рядов квадратным узлом, вот так вот сплести, и потом посмотрим, поместится у нас телефон и все остальное. Я проделаю 20 и остановлю потом видео. И вот я проделала 20 рядов квадратным узлом, провязывая. И сейчас я как бы примеряю. Вот, у меня будет маленькая сумочка, и у меня сюда телефон влазит. Ну, как бы я такого размера и хочу. И сейчас я буду уже проделывать как крышку, да. То есть я еще провяжу около 7 рядов квадратным узлом. То есть 20 есть, и еще давайте провяжем 7. Готово 27 рядов, и я теперь, смотрите, что делаю. Под вот эту вот линию завожу. То есть где-то вот так вот у меня будет, здесь помещается телефон у меня, и вот так вот будет закрываться наша сумочка. Сейчас я хочу перейти к рисунку, да, который мы будем делать с помощью узлов. Для этого нам нужно определить центр наших узлов.
У нас их 9, поэтому центром будет 4,5. Так, 1, 2, 3, 4, и вот здесь вот 2, и здесь 1, 2, 3, 4, и отсюда 2 уходит в эти стороны. Так, сначала я хочу, получается, сделать диагональным репсовым узлом здесь 2, вот так вот. Потом здесь будет один большой квадратный узел, и потом также диагональным репсовым я хочу вот так вот здесь сделать в бок. Так, для начала мы будем делать также квадратные узлы, начиная с этой стороны, с этой, не совмещая их. То есть смотрим на магию рук. Здесь сделали 4 узла, потом здесь будем сделать 3 узла, 2 и 1. С одной стороны мы проделали такой треугольничек, и с другой стороны проделываем то же самое. 4, 3, 2, 1. Проделали наши треугольнички. Теперь я буду делать диагональным репсовым узлом вот здесь такие окантовочки. И чтобы было красиво, вот эти вот нитки я вот так вот перекрещу, то есть это будет относиться к этой, это к этой, чтобы у нас здесь не получалось дырочки. Как делается диагональный репсовый узел? Получается, нитку, которую мы сейчас только перекрестили, она у нас будет как бы рабочая, мы будем на ней все как раз и завязывать. Мы берем вот другую нить, следующую, под ней кладем, и получается вот так вот наматываем на нее и продеваем вот сюда. Как бы просто ее обволакиваем. И еще раз делаем так, и вот в эту получается дырочку. Вот так вот немножко придерживаем, затягиваем. Должна получиться вот такая вот штучка. Берем следующую нить и опять вокруг нее и вот в это окошечко протягиваем, подтягиваем и еще раз. То есть репсовый узел закрепляется, когда мы делаем 2 узла. Да? Ну, следующую нить.
получается, вот здесь последняя нить у нас будет. Потому что из последнего единичного квадратного узла выходит 4 нити, 2 остается. В эту сторону 2 мы ввязываем в репсовый. Так. С другой стороны проделаем то же самое, но на вот эту вот нить. Получается, мы здесь как? Тоже под нее и в окошечко. Вот в это. В другую сторону все то же самое получается. Так. По 2 раза накручиваем. Дошли до конца, ставили в последнем узле туда и сюда. Так, сейчас мы можем сделать еще один раз по репсовому узлу, но я вот думаю, хочу я или нет. Наверное, да. Давайте проделаем еще один раз. То есть опять перекрещиваем нити. Можно по-другому перекрестить. И проводим то же самое еще раз. Все, проделали по 2 раза диагональный репсовый узел. Сейчас я буду делать, используя все наши нити вот эти, я буду делать один большой квадратный узел. Как он делается? То есть мы делали его из 4 нитей, а тут мы, наверное, посчитаем, сколько у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У нас 12 нитей. Давайте мы возьмем 3 с боков, а вот это все у нас будет серединой. То есть мы из вот этих боковых сделаем сейчас квадратный узелок наш. Вот так. Это в одну сторону. И другую. Вот у нас получился вот такой вот квадратный узел из много нитей, да? И как мы будем завершать? Я хочу из вот этих вот ниток, которые остались у меня по бокам, я хочу проделать также диагональными узлами до сюда, да, то есть здесь диагональный и еще раз. То есть так же, как здесь было 2 раза. Так, как я буду это делать? Смотрите, получается, беру нить самую, которая с краю, и проделываю диагональный репсовый узел. То есть я беру нить и вот в эти окошечки, как мы и делали, то есть так, делаю так и сюда продеваю по 2 раза. Каждой нитью по 2 раза.
Теперь, когда мы дошли до сюда, то я не буду тут сильно затягивать. То есть я вот так вот сама буду контролировать мой репсовый узел. И просто беру по порядку все нити. И пытаюсь провести как бы здесь такую диагональную линию. Вот. У нас здесь 6 нитей должно быть, потому что было 12. Помните, здесь вот у меня осталось 6. Проделали с одной стороны, проделываем сейчас с другой стороны и делаем потом еще один раз. Берем. Я в конце сделала просто узелок 2 раза. Ну, вот и все. Наша сумочка готова. При желании вы можете еще сделать немного репсовых узлов, либо изменить узор как-то вообще по-другому, продолжить что-то. Но я вот, например, хотела именно такую. Сейчас осталось только отрезать вот эти наши лишние нитки и сделать бахрому, далее по бокам еще связать. Так, отрезать я буду где-то вот так вот. Если что, подрежу потом еще. Так.
Вот так. Теперь отцепляем наш скотч. И получается, что у нас получилась вот такая вот квадратная, ну не квадратная, в общем, наша сумочка. Сейчас мы ее складываем обратно, как и было изначально. То есть вот так вот где-то у меня будет выглядеть сумочка. Получается, вот эти все стежки у меня, вот здесь, помните, мы сначала сделали 20, потом 7. И лучше вот положить 10 на 10. То есть давайте. И теперь мы вот так вот сложили нашу сумочку. Сейчас нам нужно связать вот эти вот края. Один край я уже связала. Сейчас вам покажу, как связать. То есть мы берем с помощью крючка, можно и без помощи крючка. И сначала я вот протягиваю вот в эту петлю нашу нить. И потом вот тут у нас будут, смотрите, большие петли и вот эти вот маленькие. То есть я буду протягивать через большие и через маленькие. Сначала через большие. Вот тут будет две таких нитки. И вот здесь вот на другой стороне 2. То есть я через 2 сюда. Потом поворачиваю. Следующее у меня будет как раз мой узел. Вот этот. То есть они будут уже. Через них я тоже протягиваю. Потом будет, ну и змейка иду. Потом будут опять большие. И там будет 2. Вот эти за 2. Так. Потом опять узел. Так. Опять большие. И опять узел. Так, и последнее. Получается, вот у нас тут есть узелок. Один. Я проведу, наверное, вот так вот еще. Через большие, да, 2. Так. И выведу через вот этот вот узел. А потом мне нужно вывести, чтобы спрятать, да? Нам нужно вывести все вовнутрь. То есть я вот сюда вот вставлю крючок изнутри. И, например, просто нить протяну сюда. А здесь я уже спрячу либо вот в боковую, либо просто в узлы, которые у меня были. Крючком я спрячу, сделаю, может быть, маленький узелок и отрежу нить. Спрятали нити, там отрезали, провели здесь расческой, либо какой-нибудь штучкой, которую придумаете по нашей бахроме. Все, наша сумочка готова.